жгите, Никита Олегович. Спасибо. Мы их опережаем. Я бы хотел начать со слов Толерана, министра иностранных дел Франции. При разных правителях он был, и звучало это так. Война слишком серьезное дело, чтобы доверять это военным. Поэтому все, что вы здесь наговорили до этого, в общем, наверное, слишком печальная подводочка к нашей сегодняшней программе. Относительно доктрины, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Каждый год 31 декабря мы с друзьями идем в баню. Каждый год в середине января мы обсуждаем эту военную стратегию, которая действительно после Крыма 3-4 года подряд называет нас главным врагом вместе с Китаем, с Ираном, Хизбаллой и другими ребятами, которые, значит, с бородами бегают и что-то там, значит, миру угрожают всяческим образом. За счет этого, конечно, накачивается военный бюджет Соединенных Штатов Америки и так далее. Я хочу сказать следующее. Есть еще замечательные слова там Киссинджера, который говорил в момент, когда боролся с Советским Союзом вместе с Никсоном в 70-е годы. Собственно, он стравливал Китай и Советский Союз в тот момент. Причем, Леонид Иванович, вы совершенно не правы, когда сказали, что ревизионистами называют нас сейчас. Вернее, что мы ревизионисты. Именно Китай нас называл ревизионистами. Социал-империализм советских ревизионистов. Это было в начале 70-х годов, Леонид Иванович. И именно Советский Союз. Поэтому не надо переворачивать сейчас эти слова. Друзья мои, что делает сейчас Соединенные Штаты Америки? Никакой, естественно, гонки вооружений и войны они сейчас к этому не готовятся, потому что та военная дубина, которая есть у нас и у них, она пока что еще равноценна. Все сейчас достигается экономическими способами, достигается собственностью, которая позволяет тем странам-доминантам обеспечивать свою экономическую политику. Вспомните Ли Куан Ю, мы часто приводим его в качестве примера в Сингапуре. Я вам напомню, Ли Куан Ю, когда начинал свои реформы, он просто в подвалах жил у транснациональных корпораций, чтобы они пришли туда и чтобы его не бомбили, потому что если начнут его бомбить за его действия весьма недемократического свойства, бомбили бы собственность этих транснациональных корпораций. Ровно поэтому выжил Сингапур. Мы с вами, друзья, даже в Украине не смогли, имея половину ВВП Украины, удержать это обстоятельство, просто раздав все это обстоятельство олигархам. То же самое нас сейчас ждет в Молдове. Поэтому именно экономическое давление, которое ведет сейчас Соединенные Штаты Америки, и не только по санкциям, мягкому вот такому поползновению, которое у нас здесь раздувают для народа, который вот американский коршун, значит, что-то делает, а именно скупая все вокруг нас, скупая Украину сейчас. Пройдитесь по улицам Киева, я думаю, что вы увидите там огромное количество людей, которые разговаривают на иностранных языках. Пройдитесь по улицам Астаны. Много. И на английском очень много. Пройдитесь по улицам Астаны, куда нас сейчас зазывают, и скупают все на корню, а это и увеличится во много раз после вот последней поездки. Пройдитесь по улицам Грузии, которая сейчас воспринимается современной страной, а мы все с вами ругаем того же самого Саакашвили за те обстоятельства, которые помним в 2008 году. Мы с вами проигрываем настоящую войну. Войну за собственную страну, за экономическое благосостояние собственной страны, которая позволяет обеспечивать экспансию экономическую. И американцы нас бьют везде. И все вот эти ваши стратегии, пугалки. Да, Никита Олегович сегодня бацилла институциональности и глубины мышления передалась и Никите Олеговичу Исаеву тоже. Да. Американцы войну только планируют затеять, Никита Олегович уже говорит, что мы ее проиграли. Что ж такое? Не страшно, Исаев. Да, это 60 минут. 5 лет так вот проигрываем. 1000 лет так проигрываем. Бьемся.